Коронавирус наступает. Он маленький, но вредный. И защитить от него может только карантин. Хороший карантин дает гарантию того, что вы не заболеете. И в каждой стране вводится такой карантин. И вот мы сейчас ездим по дороге, которая ведет из Москвы. Вы видите гигантскую пробку. Сегодня 14 апреля 2020 года. И гигантская пробка выстроилась на въезде в Москву для того, чтобы пройти кордон полицейских, для того, чтобы въехать в город и в городе поехать по своим делам. Все спешат только потому, что завтра будет супер карантин. Завтра будет город закрыт, завтра будут введены пропуска, и завтра начнется большое мероприятие, которое позволит сбить волну этой заразы. И вот мы сейчас видим с другой стороны эту же дорогу. То есть мы едем мимо полицейского кордона, который выборочно осматривает автомобили. Репетиция завтрашних мероприятий. Завтра должно наступить нечто такое, чего никто не ожидает. Завтра должно быть полная неразбериха. Завтра будет завтра. А сегодня идет репетиция. И едут машины в большой город. Мимо полицейских кордонов, которые завтра будут работать в полную силу. Потому что с завтрашнего дня, с 15 апреля, в Москве вводится всеобщий карантин, в котором можно будет проехать по городу, из города и в городе только при наличии пропусков. Пропуска можно получить через портал мэрии города, набрав все свои данные. И тогда вы получаете пропуск в электронном виде с хитрым QR-кодом, который нужно будет предъявлять полицейским. И они будут проверять ваш код, и если он совпадает с тем, что есть у них, вы проедете дальше. Вот мы едем мимо полицейского заслона. Как видите, они стоят и ждут, что будет завтра. И вот наступил день 15 апреля 2020 года. Вы видите, какие пробки собрались с утра на всех дорогах, которые ведут в город. Гигантские пробки создались только потому, что нужно проверить каждую машину. У каждого водителя нужно спросить персональный код. Этот код нужно ввести в специальный компьютер или телефон полицейского, и если придет подтверждение, что код правильный, не поддельный, только тогда можно пропускать машину дальше. И вот вся эта процедура настолько нудная, настолько длительная, настолько тяжелая, что выстраиваются гигантские пробки на въезде в город Москву. Они были настолько большие, они были настолько гигантские, они были настолько непробиваемые, что мэрия приняла решение снять все кордоны и обеспечить беспрепятственный въезд в город Москву. И вот мы едем по Ленинградскому шоссе из Москвы, ожидая увидеть гигантскую пробку. Сейчас полдень, около 12 часов дня. Мы едем, и что мы видим? Мы видим, что ничего не видим. Никакой пробки, никаких заслонов, никакого кордона. Да, стоят полицейские, несколько эвакуаторов на въезде в город. Вот вы видите их на противоположной стороне. Но никаких пробок нет, и все машины проезжают беспрепятственно. То есть отменили это замечательное решение проверять каждого водителя при въезде в город, поскольку это невозможно. А погода преподнесла в этот день еще один сюрприз. Вдруг пошел снег. Сияло яркое солнце, и вдруг пошел снег с градом. Вот вы сейчас видите, как резко изменилась погода. Это не разные времена года, это один и тот же день. 15 апреля 2020 года. День настолько контрастный, что даже погода решила подурачиться. И изменилась настолько, что просто удивляешься, в какое время года мы сейчас находимся. Удивительный день, 15 апреля 2020 года. Сплошные сюрпризы. И на дорогах, и на полицейских участках, и вообще везде. И вот через несколько часов та же самая дорога. Как видите, никаких следов снега нет. Все растаяло. Сияет солнце. Вот кордон из полицейских, который проверяет выборочные машины в обычном режиме. И мы проезжаем беспрепятственно. Едем дальше в центр города.
Никаких заслонов, никаких препятствий, никаких ограничений нету. И тот пропуск, который у меня в кармане, не пригодился, поскольку его некому показывать, никто им не интересуется. Дороги свободны, машин мало, и погода очень-очень замечательная. Вот такой день, начало первого суперкарантина в городе Москве 15 апреля 2020 года. Этот день принес несколько сюрпризов. И сюрпризы от властей города, которые отменили тотальную проверку пропусков, и сюрпризы от погоды, которая очень резко изменилась, и сюрпризы от других различных вещей. И вот мы едем в центр города, чтобы посмотреть, что там происходит. Может быть, там какие-то ужасы. И вот мы в центре, на Тверской улице. Машин очень мало, улицы тщательно вымыты до блеска, с таким старанием, какого не было никогда. И все спокойно и хорошо. Подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много интересного дальше.